Господа, если вдруг вы решили окунуться в мир темных и реалистичных фантазий, тогда у вас один выбор. Raid Shadow Legends. Ведь именно в этой RPG все максимально брутально и эпично. Опробуйте, как и я, эту потрясающую сюжетную линию и стратегический геймплей. Ну и само собой, теперь это можно делать не только на мобилке, но и на ПК. Причем версии абсолютно взаимосвязаны, и все ваши достижения, которые у вас были на мобильном, абсолютно переносятся и на тот же ПК. Графика на компе, как вы видите, совершенно потрясающая. Все запускается очень легко и гладко. Ну и, конечно, в обоих версиях игра абсолютно бесплатна. Ну а далее все очень просто. Чтобы погрузиться в эту игру, вы переходите в описание по ссылочкам, скачиваете именно по моим ссылочкам эту игру, и в качестве бонуса для всех новых игроков получаете 50 тысяч серебряных монет и эпического чемпиона в подарок. Raid Shadow Legends. Рубайте со мной. Здравствуйте, господа! Сегодня у нас трешка BMW. Все ее сняли до меня, мы снимаем, как обычно, последними, но это неспроста, есть инфоповод, понимаете? Люди часто покупают третью серию BMW где-то по акции, по карте пятерочка, еще подорожник вот так приложат, бам, 200, да, все, можно брать. И думают, что этот двухлитровый мусор, который оказался у них под окнами, называется BMW. Хотя даже само BMW называет его BMW, но развод слишком глобальный. Нет, ребята, BMW это всегда было 6 цилиндров, за редким исключением, которое сегодня вошло в тренд, чтобы люди попроще, у которых нет денег, никогда про это никому не скажут, купили себе тачку якобы дорогую. На самом деле настоящая BMW начинается здесь, господа. 6 котлов, 3 литра, 4,4 до 100. Едет так же, как в предыдущем кузове М-ка, но это М340i. Настоящая BMW для тех, кто понимает, и которую вы себе никогда не купите, потому что стоит она 5 миллионов рублей. Погнали! Итак, секрет успеха прост. Мы берем тачку, которая, в общем-то, тяжелая, тонна 750, но запихиваем мы в нее не 2 цилиндра, не дизель, не какая-то там вот эту пачку сока, а 6 котлов, 3 литра. Это B58 стандартный мотор, это не S-очный мотор, то есть это не М4. Поэтому здесь обычные те 3 литра, которые вы можете найти, хотя написано Performance, не знаю, что это означает, но здесь 388 лошадиных сил. Совершенно стандартное значение для такого двигателя. Можно чипануть до примерно 500, это если как бы очень жестко. Причем я уточнил на дилере сейчас, когда мы забирали тачку, чип уже палится, то есть если вы зачипуете тачку, она слетает с гарантии, но мы же аккуратненько, как всегда, как-нибудь потом перед ТОшкой расчипуемся обратно, и ехать она в стоке должна 4,4, после чипа она едет 3,7, 3,5. Можно гоняться с Урусом на машине за 5 миллионов рублей. Все это еще на полном приводе. К сожалению, не отключаемый передок, поскольку это все-таки не М-ка. И получается, что результат у вас стабильный. Ну, конечно, это BMW. Лонч у нас будет сегодня один раз, и мы будем 2 часа его ловить, чтобы он появился. Второй раз он сразу уже... Что, у вас ланчевало, что ли? 2 раза подряд? Серьезно? Ну, потому что, видимо, зима на улице. Там она решила, что все прогрето. В общем, но тем не менее. При этом у нас есть опциональная блокировка заднего дифференциала, поскольку это все-таки М340, хотя это не М3, не М4, но тем не менее. И все это нам в сумме дает то, что даже на полном приводе она очень хорошо управляется. У нее можно полностью отключить стабилизацию. У нее в механическом режиме, когда в ручном режиме коробка держит отсечку и не скидывает на передачу вверх. И тогда наступает... Еще что приятно, за пятерку сюда влезли бесключевой доступ, даже доводчиков дверей здесь за 5 миллионов, вернее, нет. М-тормоза, что очень важно, управляемый выхлоп, который начинает прям так хрюкать хорошо, когда вы ставите спорт. Есть даже сервопривод багажника. Сейчас будем проверять. Ну-ка, за 5 миллионов сможет? Сможет? Ничего она не сможет за 5 миллионов. Я не нажимал! Еще раз! Она что, через силу все понимает? Погоди.
Как это работает? То есть все-таки это есть. Пинок, наверное, все-таки. Да, все, слава богу, за 5 миллионов она это умеет. Мы это доказали, все отлично. Есть даже кнопочка и сервопривод, и камера задняя без омывателя, само собой. Ну куда за такие деньги, действительно? 5 миллионов рублей за трешку, которая начинается от 2. Вы представляете, вы могли купить 2 трешки, а купили одну. Зачем покупать одну по цене 2? Ведь действительно мало кто понимает, когда берет трешку, что BMW должно рулиться прежде всего. Это же BMW, это не Kia, это не корейцы, она должна ехать. Они закладывали в эти машины изначально некие драйверские ощущения, а вы берете вот это 318-е на заднем приводе, типа со свободным дифференциалом, в который невозможно в механическом режиме зафиксировать наглухо передачу, она все равно будет переключаться, и потом дрифтить и у гипермаркетов. Мы теряем поколение, да, есть такие проблемы, но вот оно настоящее BMW, и оно действительно дорогое, оно очень дорогое, но а что делать? Что еще раз сказать? Про то, что есть бесключевой доступ, офигеть как интересно. Присосок, ну вот их опять же нет. Задний диван, погоди, нет подогрева у заднего дивана вообще? Мы вчера снимали обзор Kia Proceed за 1 538 000. Там был подогрев заднего дивана двухдиапазонный, то есть послабже и посильнее. Здесь мы уходим. Салоне. Я прежде всего хочу сказать огромное спасибо тому единственному натуралу из конструкторского бюро, который сказал: я здесь единственный натурал. Это реальная история, кстати. Мне рассказывал это дедушка из BMW. И я, перед тем, как уйти с работы, хочу, как единственный натурал во всем конструкторском бюро, сделать одно USB в новой 3 серии имени себя единственного натурала. И поэтому в этой машине есть одно нормальное USB, благодаря которому мы, например, сейчас все вставили Race Logic. Потому что в семерке, как вы знаете, их уже нормальных там USB нет, там все Type-C. Остальные все конструктора в конструкторском бюро, поскольку натурал это был единственный, сюда напихали Type-C. У нас здесь Type-C, сзади 2 Type-C еще также. Поэтому, в принципе, если вы не хотели менять провода, заряжаться вам придется только от одного этого порта. Скорее всего, Type-C при этом скоростные, я понимаю, но они Type-C. А у нас тут есть одно USB, и оно работает. Спасибо тебе, единственный натурал в конструкторском бюро BMW, за то, что ты имени себя, единственного натурала в конструкторском бюро BMW, сделал все-таки здесь единственное USB. Красавчик. Предыдущая трешка мне не нравилась. Она была слишком спартанской, слишком аскетичной. Тем более семерка поменялась, 5 поменялась. Все уже такие красавчики, всех уже там все супер. Трешка была еще вот прям та. Здесь наконец-то все, оно теперь соответствует общему стилю. Дорого, богато, классно. Мне нравится здесь буквально все. То, что температура вот здесь, то, что монитор вот так. Кнопочки, то, что преемственность осталась BMW, вот эти вот функциональные клавиши, которые срабатывают как сенсорные еще до нажатия. Нормальный рычаг КПП, теперь руль. Ну, понятно, что вот руль это типа подогрев руля на руле, M-Performance типа чуть-чуть. Здорово. Он классный, сиденье прекрасное, все это, конечно, опциональное, все это стоит конских денег. Если вы купите просто треху, здесь все будет, скорее всего, страшно, потому что мы знаем, как берутся BMW. Это когда М-пакет внешний, какой-то опциональный цвет, диски и внутри тряпка, механические регулировки. Все очень плохо. Какой-нибудь вот такой монитор от Тетриса сюда вставленный. Здесь же, ну, жир круто. Трешка может быть очень приятной. Нету люка. Пластмассовые козырьки ужаснейшие, просто ужаснее. Это, они ничем, они даже тряпкой не обтянуты, это просто пластмасса. На потолке традиционно колготки 40 ден, которые натянуты сюда вместо того, чего здесь может быть нормальное. Здесь они же, собственно, ну, вероятно, может быть еще Алькантара. Харман Кардон музыка. Все сказали, что она фуфло. А ты что скажешь, Никитос? Не слушал? Нет? Руль с М-строчкой, ой, ремни с М-строчкой. Много всяких прикольных деталюшек, которые показывают нам, что теперь у тебя все круто. То есть не вопрос. И едет она 4.4. И есть режим Sport Plus. Комфорт плюса нет.
А вот спорт плюс есть. И это прямо... И она ланчует. Есть. Погнали. Хорошо. Хорошо. 4,6. Ей было сложно зацепиться. Это 4,6. Далее. Мы подъезжаем к перекрестку, быстренько зажимаем прямо на ходу стабилизацию. Она выключается на ходу, для этого не нужно останавливаться. У вас все по-прежнему работает. Передача руками держится в отсечку. Она прям будет идти в отсечке, и все у нее будет прекрасно. Убеждаемся в безопасности маневров. Спокойненько выкручиваем руль и думаем, хватит нам перекрестка, чтобы развернуться. Вообще без проблем, я аж в конце заметался. То есть я как ровно от поребрика развернулся до поребрика и еще сделал хвост в сторону сплошняка. Сплошняк не пересек, в конце заметался, но потому что не умею я как надо водить. Но в итоге я на этой машине за рулем 3 минуты. Я с места исполнил ровно тот маневр, который хотел. Ровно от той точки, которую хотел, до той точки, которую хотел. Она продолжение мысли. Это идеальный автомобиль и лучшее, что я хочу видеть вообще в тачке, чтобы она делала то, что я хочу. Я, не умея ездить, делаю то, что хочу. Я говорил, что BMW покупают те, кто понимают. Вот, наверное, даже если вы не умеете, но понимаете, эта тачка для вас. Какие-то вопросы? Это же просто гениально! Обалдеть! Просто обалдеть, как мне это нравится. Ну это космос. То есть передок в нужный момент как бы ослабляется, а она говорит тебе: хорошо, ты хочешь заноса? Сейчас тебе будет занос. И тебя начинает нести. Потом тебе нужно распрямиться, она понимает, что, видимо, все, дело идет к закату, и передок ты тебя распрямила. Вау! Вау! Все, супер, просто супер, 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 твою мать. Офигеть. Очень трудно не материться. Она обалденная, офигенная, опупительная просто тачка. Да, за счет полного привода она очень хорошо толкается и тянет себя из поворота, и разгоняется прям с какими-то невероятными скоростями, но... Никитос, ну ты скажи, это офигенно. Это просто топ. Это, мать твою, топ. На любую претензию по цене 340-й вы можете просто говорить: просто потому, что она едет. Все. И едет она ровно так, как хотите. Хотите, она поедет быстро. Хотите, она поедет углом. Хотите, она развернется на том перекрестке. Причем мы специально даем широко, ровно от поребрика до поребрика. Я могу взять уже. Она может крутиться на месте пятаком, что морда будет на точке стоять. Вау, это просто разрыв мозга. Идеально управляющийся автомобиль. Не знаю, как она будет себя на кольце, потому что, честно говоря, как и все остальные, не езжу на трек-дни. Честно. Но вот топчик. DSC быстренько переводим в трекшн. Моментально. 2 педали и есть лонч. Потрясающе! Никогда прежде еще BMW у нас так не лончевали 4.5. Постоянно на тестах. Все время с ними какие-то были геморрои. Здесь все допилено прямо. Быстренько опять же зажимаем DSC. Смотри, ждем. Чуть долго, но для безопасности. DSC off. Все, включили Гурама. И это, ну как бы, DSC off. Яма там была, поймала, как его начало, да? Но это прогнозируемо, вообще ништяк. Обалдеть, обалдеть, да просто обалдеть, пацаны. Снова DSC и снова ланчуем. Ну-ка, трекшн, S1. И снова она ланчует, да офигеть. Да всегда, да никогда я не любил BMW. Я сколько раз вам говорил, ребята, BMW делает хорошую 7-ю серию. Все, 4.6. 4.4 нет у нас, потому что нет зацепа. Ну, потому что очень мокро сегодня. При этом она стабильно едет 4.6, потом стабильно едет боком кругами и снова стабильно ланчует и едет свои 4.6. Что вам еще нужно от этой тачки? Да ничего, отцепитесь от нее, она просто идеальна.
Можно поставить комфорт, это не спасет. Знаете, как я вам говорил в какой-то, не помню, какой-то обзор был машины, которая есть спорт, ты его включаешь, по-моему, что-то корейское было. А там в спорте ничего не происходит. Здесь также не происходит ничего в комфорте. Что происходит в комфорте? У вас становится теперь тупой газ, тупая коробка. Рулежка остается почти та же, жесткость подвески остается почти та же, хотя аморты адаптивные, вроде как чуть распускает. Но при этом это все-таки спорт плюс. Спорт плюс, опять зажимаем DSC, ждем. Это все делается на ходу, без полной остановки. Вот оно, все сработало. Карабас влево, по вентиле. Давай. Вот, почти на месте, смотри, видишь, все, пожалуйста. Хочешь уже развернуться, развернется уже. Хочешь шире, только ты определяешь здесь траекторию. На полном приводе, который не отключается. Да, полноценный дрифт нам, наверное, будет недоступен, хотя это надо проверить. Поэтому прямо сейчас мы берем и переносимся в культуру заноса. Итак, мы с вами оказались на культуре заноса, естественно. Поэтому первое, что нам нужно сделать, это включить спорт плюс. Теперь коробку влево, и мы включаем Гурама. Я считаю, мы готовы. Ну что, для начала пятаки просто на месте. Самое вот это вот, тупо, короче. Тупо кек. Пожалуйста, она может крутиться. Просто на месте, если вы захотите. Я только зад сейчас шлифовал, что ли? Но вообще-то у меня выдала ошибку полного привода. Сейчас, секундочку. Да я думаю, он просто Нет, все похоже, да, у нас есть только зад теперь. Ну, что ж, теперь дрифт это my life. Так, ну все, теперь у нас есть задний привод. Это даже интереснее чем-то. Да, теперь нужно приноровиться. Соответственно, теперь мы резко перешли с полного на задний. Так. И получили заднеприводный трюндель. Ништяк, ништяк. Он манит меня. Да. Так, ну и теперь, по идее, у нас задача сверхпростая. Просто топчик. Мне нравится эта тачка. Офигенно. Просто офигенно. Теперь мы сможем что? Мы сделать сможем даже бернаут. Погоди, полный привод вернулся? Да, теперь он снова полный. Капец! Тачка с индивидуальным характером нам попалась. Но здесь он мне очень нравится, этот X-Drive. Морда тащит, отлично, но тащит корректно. Прямо супер. Отлично, восьмерочка пошла. Мне нравится. Вот это супер. Вот это супер. Просто космос. И еще раз надо сделать нам перекладочку. Включилась стабилизация, потому что все снова полный привод. Да, ему капец как тяжело. Но, видимо, перегревается муфта. Причем написано, что ехать можно, все нормально, но теперь у вас задний. И когда она перегревается, у тебя сразу включается вся стабилизация, и все, и тебя сразу распрямляет. Но все мы понимаем одно прекрасно, что в меру можно поураганить, потому что мы почти по суху, но по мокрому асфальту, но у зацепа уже там вполне себе хватает. Едем на этой машине так и хотим, и поэтому она топ.
В итоге, ребята, мы получили ту тачку, которая понравилась нам всем здесь. Она отлично рулится, отлично едет, но она очень дорогая, это 5 миллионов рублей. Но с другой стороны, для тех, кто понимает, для тех, кто это хотел, вариантов других остается не так уж много или за примерно подобные деньги. В итоге это настоящая BMW, та самая, которая быстрая, которая управляемая, которая может рулиться и на треке из-за полного привода. Она стабильная, при этом она едет боком, и у полного привода есть режим, то есть она рулится как будто передок там процентов 10 только пихается, а когда надо, прямо еще больше. И это удивительно, то есть она делает то, что вы хотите. Черт побери, машина отличного настроения. Да, чуть жестковато, но это все-таки 3-я серия с отличным салоном, почти как у 5-ки. В ней кучи всего не хватает, она не идеальна, на нее можно бомбить, но черт возьми еще раз, это идеальная машина, чтобы не стареть. Ты отвалился? Вот подонок. У нас звук, видимо, тоже сделан над BMW. Периодически что-то отхлебывает, потом прихлебывает обратно. А еще у нас левое зеркало в автозатемнение провалилось, и оно всегда черное. Это... Не скажешь, что это расизм, нет? Но левое зеркало всегда затемненное, хорошо. И оно причем решает само, когда ему затемняться, когда ему посреди дня просто правое живет нормально. В любом случае... Мне все очень понравилось. Вы знаете, что я все-таки к BMW отношусь так спокойно. Есть 7-ка и все. Но 340-я это отличный вариант, чтобы идеально провести этот день, чтобы получить кучу эмоций, чтобы прокатиться как надо, чтобы почувствовать, как же должна рулиться и ехаться. Не самая маленькая на сегодня уже, но действительно юркая, спортивная на самом деле машинка. Очень хорошо работает блокировка заднего дифференциала, очень понравилось. А музыку мы так и не включали, потому что все сказали, что не надо ее включать. Этот Harman Kardon здесь выдран из Kia. Специально сюда вставлен, чтобы вас унизить, потому что вы заплатили 5, а музыка за 1. Ну, да. Спасибо вам огромное, что смотрели это видео. 3-шка, в общем-то, очень даже ничего. Удачи вам и пока. А вот если бы здесь была 320-я, я бы прыгал на капоте. И с удовольствием бы за свои деньги потом ее починил и сказал: заберите. Но 340, да.